Всем привет! Идем топить Asus. Ну что же, никакое портретное видео не включаю, потому что здесь оно печальное. И топим Zenfone 11 Ultra. Я, кстати, в нем не особо уверен, потому что Asus все-таки это не такой огромный бренд по производству смартфонов. Мне очень интересно, кстати, есть ли у них выгода от них какая-то. Но с игровыми точно. А вот с подобными из разряда компактов, вот почему они перестали делать компакты? Где наш компакт? Где наш Zenfone 11, который должен был быть компактом? Еще и включилась флеш. Ладно, надеюсь, что он не погибнет. Погибнет или нет, узнаете в моей личной телеге. Вода в Type-C-шник, кстати, попала в итоге. Вот она, видите? Всем привет! Вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, и здесь только подробные обзоры с целью сэкономить вам средства. И сегодня я расскажу вам о смартфоне под неймингом Asus Zenfone 11 Ultra. Да, мы его ждали, да, мы не поняли. Почему мы не поняли? Потому что обычно Asus выпускали компакты. Но сейчас это не игровой смартфон и не компакт. С другой стороны, а в каком месте он не игровой? Потому что 144 Гц у экрана здесь есть. Помимо этого яркость 2200 люксов в пике. И в играх он яркость не сбрасывает. Если еще накидывать, то здесь есть обходная зарядка, беспроводная зарядка, великолепный тач у экрана. Неплохая камера, хотя, разумеется, не флагманская. Я сравню его по ходу немного с Samsung. Разумеется, 8 Gen 3 Snapdragon и 2 200 000 баллов в Antutu. И ты смотришь и думаешь, вау, они сделали не игровой смартфон, но с игровыми возможностями. Нет, не все так просто. Смотрим. Распаковка. Поставляется данный смартфон в минималистичной серой коробке. На упаковке есть название модели и краткая характеристика. Упаковка хорошая. В комплекте мы имеем ключ для извлечения слота, руководство пользователя, чехол и кабель с Type-C на Type-C. Сам смартфон не имеет защитной пленки, за что отдельный минус, как и за то, что нет блока питания. И это, конечно, лютый фейл. Слот прорезиненный под 2 нано-сим-карты. Весит смартфон без чехла 223 грамма, а габариты составляют 163 на 76 на 13,2 мм вместе с блоком камер. Он прям конкретно выпирает. Компактом данная модель вообще даже близко не является, и по большому счету повторяю, что это Asus Zenfone 8. Просто без RGB подсветки, без второго Type-C-шника и без триггеров. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю по одному смартфону. Первые 3 месяца это будет Poco X6 Pro. Условия просты: подписаться на канал с колоколом, оставить комментарий не меньше 5 слов и либо в комментарии, либо в описании своего канала указать свой ник в телеге. Притом подписаться еще на телеграм-канал скидок, и все автоматически в розыгрыше. Подписываемся на телегу взаимопомощи и мою личную телегу, там много всего полезного. Начнем. Поставляется данный девайс в черной, серой, синей и бежевой расцветках. Дизайн модели схожий с дизайном Asus ROG Phone 8 линейки, если не сказать, он его копия. Тыльная часть выполнена из стекла, а рамка металлическая. Материалы тактильно приятные, а собрана модель хорошо. Смартфон имеет стандарт защиты IP68. После утопления он остался живой, но если с ним что-то произойдет, я обязательно вам расскажу в своем личном телеграм-канале. Грани прямые со слегка закругленными краями. Лежит 11 Ultra в руке удобно, но пользоваться одной рукой не так удобно, как прошлыми моделями. На корпусе расположена кнопка питания, качели регулировки громкости, разъем USB Type-C OTG версии 3.2, двойные микрофоны с шумоподавлением Asus и стереодинамики с технологией D-Bass и технологией Dirac Audio. Имеется сертификация Hi-Res Audio и Hi-Res Audio Wireless. Качество динамиков хорошее, плюс они громкие. Аудиовыход мини-джек на 3,5 мм с поддержкой Dirac Virtua и профилями Audio Wizard. Bluetooth кодеков на борту достаточно. Есть как стандартные, так и кодеки высокого разрешения. Bluetooth установлен в версии 5.4, вибромотор настраиваемый, довольно хороший, но масса смартфона предполагает, что иногда вам будет казаться, что вам его не хватает, потому что по сравнению с теми же OnePlus'ами, которые сами по себе легче, и развесовка у них другая, вибро у них лучше. ИК-порта нет, что привычно. Летим дальше. Смартфон оснащен Samsung Flexible AMOLED дисплеем на 6,78 дюйма с разрешением 2400 на 1080 пикселей, технологией LTPO от 1 до 120 Гц, а для игры есть еще и 144 Гц, и 1 Гц он простой и правда показывает. Покрыт экран стеклом Corning Gorilla Glass Victus второй версии, цветовой охват 107% DCI-P3, NTSK
VGA 103% и 145% sRGB. HDR10 на борту, но напоминаю, что матрица экрана прямая, что удобно для игр, а вот плотность пикселей очень даже скромная, ниже, чем у некоторых средняков, 388 ppi. С другой стороны, для игр, в принципе, этого достаточно, но это ультра подразумевалось не для игр, а как флагманский смартфон. И, наверное, просто уже забили на все и решили не выпускать с другой матрицей смартфон, чтобы он вообще ничем от игровых не отличался. Максимальная яркость, по моим замерам, выдает 1200 люксов, в основном 1000, а пиковая аж 2200 люксов, притом он ее держит. И вот с яркостью это прям 10 плюсов ему, я такого не встречал. Мне кажется, даже если я его горелкой буду жечь, он не будет сбрасывать ее. Автоматическая регулировка яркости отрабатывает корректно, тест на частоту дискретизации касаний вы видели на экране, результат хороший, 10 касаний одновременно воспринимает, DC-диминг в наличии, но показатели шима не поднимаются выше 30%, а вот 20 с лишним мы видим очень часто. И это не совсем хорошо, как у меня часто люди на стримах упоминают, что у них от шима глаза устают, и я их понимаю. Сушатся они быстрее и нагрузка больше. Здесь шим высокий. Полноценный Always On Display с частотой обновления в 1 Гц в наличии, но он довольно такой не обширный по настройке. Мало можно что настроить. Далее, разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, внедренного в кнопку блокировки, распознаванием лиц и стандартными способами. Все способы разблокировки работают в целом хорошо, ко всему распознавание лиц срабатывает даже под небольшим углом. Летим дальше. Процессор установлен Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 с техпроцессом 4 нанометра с 8 ядрами. Максимальная частота у него 3,3 ГГц, графический процессор Adreno 750, интерфейс на базе Android 14 версии. Google сервисы есть, система работает довольно хорошо, без подвисаний. 11 Ultra имеет ряд функций на базе AI. Оперативная память LPDDR5X доступна на выбор 12 или 16 ГБ, внутренняя память UFS 4.0 на выбор 256 ГБ или 512 ГБ. Имеется поддержка высокоскоростного Wi-Fi 7 серии, поддержка 5G сетей, 4G сетей и ниже. Для 4G бенды все на борту, а вот поддержки eSIM нету. Или как в Meizu я ее не нашел. Может быть конкретно в моем смартфоне, и модификация может быть море, и вполне возможно в вашей модификации она есть. Связь смартфон ловит отлично, звучание во время разговора хорошее. Микрофоны, как и датчик приближения, у меня отрабатывали без проблем, NFC поддерживается. На данный момент устанавливаем MirPay и оплачиваем покупки NFC модулем. GPS же тест показывает точность 3 метра, но довольно редко. Но напоминаю, что в больших городах, в принципе, GPS в России подглючивает. Так что здесь дело не в смартфонах. Летим дальше. Емкость аккумулятора 5500 мАч. В PC-марке на 120 Гц экрана при максимальной яркости, которую он не сбрасывал, он выдал довольно приличные, хотя вы будете говорить, что это странно, что я так говорю, 5 часов 47 минут. Но я видел и ниже 5 часов, а здесь условия довольно просты. Многие очень смартфоны просто сбрасывают яркость, когда проводишь PC-марк. 11 Ultra поддерживает зарядку до 65 Вт, беспроводную зарядку стандарта Qi до 15 Вт, очень скромно, и реверсивную зарядку. Заряжается он от 0 до 100% за 55 минут, но я не знаю, что у них там за протоколы особые, либо кабельное хозяйство в резонанс сходит с зарядкой. Быстрее, чем за час 10 у меня ни одной зарядкой не получилось его зарядить, а у меня и OnePlus, и Xiaomi, и от Nothing вот эта универсальная зарядка, чего только нет. Ну вот так. При просмотре видео на YouTube за 1 час у меня уходит в среднем 4-6% заряда на 100% яркости, и в играх за 1 час уходит иногда 21%, иногда 28%, если это Genshin Impact. 60 FPS он в Genshin Impact показывает на максимальных настройках, греется, но яркость не сбрасывает. В PUBG New стоит то же самое. И отметить хочу отдельно, что здесь у нас есть обходная зарядка и умная обходная зарядка. Что такое обходная зарядка? Это подключаете кабель, и он идет напрямую на систему. То есть аккумулятор у вас не деградирует от того, что вы играете прямо с кабеля. Так что технически, не считая триггеров и отсутствия RGB, это чистой воды игровой смартфон. Так вот они замаскировали его. Перейдем к тестам. Тротлинг тест выдал 421 гипс минимально, максимально 518 и в среднем 444 гипса при 100 потоках на 60 минутах. Это тоже очень круто. В Geekbench 6 выдал космические цифры, как и в 3D Mark. В 3D Mark показал не лучшую устойчивость, но прошел его без морозилки. А вот с Antutu магия. В Antutu он выбивает 2 200 000 попугаев. 3 раза мы его гоняли, яркость он не сбрасывал, но первый раз он увеличил температуру на 16 градусов резко. После первого парагона можете посмотреть пользу стримы. Мы его 3 часа почти гоняли в онлайне. Притом Storage тест
показал довольно скромные результаты, а 45-минутный стресс-тест он вообще не прошел. То есть, когда я его проводил на данном смартфоне, впервые вообще за всю мою историю блогинга, при ограничении в 55 градусов, а там можно его увеличить просто в программе в Antutu, он превысил эти значения. То есть смарт разогрелся больше, чем до 55 градусов. Тыльная крышка у меня была 53, притом я сразу этот момент не поймал, когда он перегрелся. Я не думал, что он его не пройдет. В итоге он у меня прошел только 30-минутный стресс-тест. В целом, если брать игры, на это вообще никак не влияет, но то, что смарт не сбросил при этом яркость еще, это, конечно, сильно. То, что он при максимальных нагрузках ест больше батареи, это факт. Но, опять же, одно дело стресс-тесты, которое максимально планировщик грузит систему и уничтожает все, что можно, для того, чтобы мы увидели максимум. А другое дело, в моем понимании, максимальное тестирование в играх. Вот мы его тестировали, он тестирование прошел. Ни одного нарекания. Тач работал нормально, смарт грелся, играть можно было, ну и в принципе все. Хотя, опять же, у меня такое ощущение, что у меня начинается рассказ про игровой смартфон, а они позиционируют его как неигровой. И переходим к самой слабой вообще штуке в этой всей системе, это камеры. Основной сенсор Sony IMX890 на 50 мегапикселей с оптостабом, апертура 1.9. Такое ощущение, что я Realme 12 Pro Plus обозреваю, правда? Далее есть сверхширик на 13 мегапикселей с углом обзора в 120 градусов. Последний сенсор — это телеобъектив на 32 мегапикселя с апертурой 2.4 и трехкратным оптическим зумом. То есть даже в цифрах здесь все очень скромно. Запись видео с основного сенсора доступна в 8К 24 FPS, которую вы не будете здесь использовать, 4К 60 FPS и ниже. Фронталка на 32 мегапикселя с апертурой 2.2. Максимальное разрешение для съемки видео у нее 1080p 60 FPS. Короткие примеры и сравнения вы сейчас увидите. 4К 60 FPS, лифты, Samsung S23 против Asus 11 Ultra Zenfone, который. И вот так вы сможете себя снимать в лифте в 4К 60 FPS. Ну, я бы не сказал, что я ожидал, что Asus будет, в принципе, не так и плохо. Опять же, надо смотреть, потом будет на компьютере. Вам что больше нравится? По цвету ближе Asus. 4К 60 FPS на обоих смартах. Фотки были в режиме автомат этих предметов, объектов. И вот так вы сможете снимать. Ночь. Не очень хочется долго сравнивать, потому что у Самса шумы, а у Азуса я бы тоже не сказал, что великолепная картина. У Самса максимум 10, если X4, то вот как у Азуса будет так. Здесь у Asus почетче по мне будет. И здесь тоже. Но, возможно, на компьютере будет по-другому. HD 60 FPS у Asus и 4К 60 FPS у Samsung. И вот смысл этих 4К, да? И то, и другое. Хотя нет, все-таки сколько шумов у Asus, лучше уж тогда Samsung. Ну и что, код 4К 60 FPS. Разумеется, куда без него. Это тяжелое сравнение. Невозможно оценить, насколько хорошо он, кстати, снимает по коту. Почему? Все просто. Потому что то, что я вижу на экране, не то, что будет в записи. Ну что, кот долбанет мне по телефону или нет? Ставим лайки за пушистика. Тогда буду приезжать к нему чаще. Такой серьезный. Как-то он устал здесь. Каски. И оптика Sony. Ой, ничего ж себе. Армани Vuitton. Много сравнения фронталки в помещении. Да, мокрый весь. Мокрый, больной. Больной, поэтому мокрый. Мораль видосов, Сунган, если катаете на байке, обязательно шлем. Тогда голова хотя бы будет сухая. Вот так сможете себя снимать в лифте на Samsung S24, который плюс. И
Asus Zenfone 11, который ультра. Так, ну что, откровенно говоря, здесь после этого сравнения, я думаю, у всех отпадет все. Почему отпадет все? Потому что это S24+, а это Asus. Мы имеем ночной снимок. Чаще всего смартфоны отличаются чем? Правильно, съемками ночью. И если мы здесь благополучным образом начнем приближать, то мы увидим, до какой степени детализация у того же Samsung лучше, к сожалению, Asus шумов много, хотя у Samsung тоже их хватает. Но если говорить про детали, собственно, здания по цветам больше ближе Samsung, по цене ниже Samsung, по работе со светом лучше Samsung. Разумеется, я протирал все линзы. Адекватно, учитывая сенсоры, программное обеспечение, сравнивать его по камере с смартфонами того же ценового сегмента не имеет никакого смысла, если это А-бренд, а не третий эшелон. И объективно говоря, вот смотрите, в отрыве от сравнений, если мы просто берем фотографии с Asus, ну вроде бы неплохо. Начинаем увеличивать и понимаем, что фронталка поплыла и где там стабилизация непонятно. Улучшалки все отключены. Здесь то же самое, если говорить о каких-то фотографиях в помещениях, где у нас мало освещения, здесь то же самое, печаль. Насколько печаль была бы лучше на том же Samsung, чуть-чуть все лучше бы было, и все. Это я сравнивал, помните, если посмотрите сравнение с Meizu 21 Pro, в отрыве от этого сравнения фотография просто великолепная. Когда мы начинаем сравнивать с Meizu, понимаем, что здесь все хуже, чем на Meizu. Предметная съемка, вроде все хорошо, и бутылка отличная, и все, но посмотрите, что происходит у нас с листьями, как они вырезаются, как такой блер вокруг вообще предмета. Здесь он не поймал фокус. Я не специально скидываю вам фотографии неудачные. Вот как он фотографировал, так он и фотографировал. К сожалению, вот здесь, допустим, я стоял и извращался, чтобы в итоге получилась более-менее приличная фотография. Это не камерафон, это камерафон на уровне, ну, если его можно назвать камерафоном, долларов 300-280. Вот это его способности и возможности. Realme 12 Pro Plus. И да, он может снимать в 4К 60 FPS, по видеосъемке он лучше, чем Realme, но это все. Исходники скачивайте в моей личной телеге. Мороженка. И еще мороженки. И еще. И вкусняк. Ха-ха-ха. 4К 60 FPS, продолжение фудблогинга, стеклянная лапша и морская еда. 4К 60 FPS, мега тайская панорама в глубинке, но городской глубинке. И вот так вы сможете снимать плавно. Кстати, многим показалось, что он выиграл все-таки Meizu 21 Pro, как минимум по стабилизации. 4К 60 FPS в движении, и я поснимаю сегодня вам немного водных баталий. Ну а сейчас просто улица, напротив мечеть, и уже освещение включено. Почему? Потому что уже солнце опустилось и вечер. Народ уже идет после Сингана. Такие здания тоже, наверное, продаются. Для чего идут? Для того, чтобы отдыхать. Вот меня чуть в лицо не выстрелили, повезло мне. Ладно, здесь уже будет довольно опасно. Чуть покажу. Надеюсь, что не расколошмачу с кого-нибудь. Что, как вы видите, воды море. И вот так это все выглядит. Дети стреляют вам в лицо, друг дружки все стреляют в лицо. И не только. Шлем закрыл. И довольно опасненькое дело. Я думаю, находились все. И это даже не город, это провинция. Новый город. Как вы понимаете, воды здесь в живом исполнении нет. Просто ее привозят тоннами, сотнями тонн, мне кажется, чтобы заливать все это 4 дня. Еще мы идем здесь 2 недели. Просто 4 дня активно, 5 дней. Еще немного видео в движении. Разумеется, байк у меня с ФПС, но по мокрой поверхности лучше не кататься.
вообще никогда ни на одном двухколесном средстве, как вы прекрасно знаете, видели миллионы шорцев. Еще раз меня облили. В общем, самое плохое, надеюсь, микрофоны еще не залили полностью, что тебя заливают иногда теплой водой, но чаще просто ледяной. Ну и, соответственно, даже если там ни из какой лужи это не набрано, но это постоянно холодрыга. Болеешь. Что, в принципе, я и делаю, как и Донган. Вот так. Название-то какое? Портретное видео. Кофе. И портретное видео на телевик ночью. 4К 60 FPS. Кофе. Вот так вот фиксируют ложки. Ладно, объективно у Asus картинка лучше, когда ты смотришь на компе, чем когда ты смотришь на экран телефона. Вот такой вот футблогинг. И немного десертов. Так, с ультраширика на основной модуль можно только в 4К 30 FPS переходить. Максимальный зум X4. И переход вы сейчас наблюдать будете. А с основного модуля на ультраширик и чтобы потом на телевик можно переходить только в 1080p 60 FPS. Сейчас вы тоже видите моменты переходов. Резко, ну вот так. Ну и у фронталки разрешение максимально HD 60 FPS. И Full HD 30 FPS. Но если вы видите то же самое, что я сейчас на экране, это, конечно, просто что-то с чем-то. Минусы. Не компакт, непонятно вообще для кого они его выпустили. Нет ТК-порта, фронтали сенсор не имеет 4К, камеры снимают не суперски, скромная зарядка, отсутствие возможности пройти стресс-тест в Antutu, потому что такие температуры это очень плохо для смартфона. Я второй раз не стал его проводить. И очень скромная плотность пикселей для флагмана, потому что, учитывая, что это не, по их мнению, игровой смартфон, у него есть обходная зарядка, маленькая плотность пикселей, непонятно для кого они его выпустили. То есть, по идее, для широкого пользователя флагман это 500 ppi. Ну, субфлагман 450 ppi. Или там, хорошо, ну, что-то больше 400 однозначно. Здесь все очень скромно. То есть, как читалку его использовать я однозначно не рекомендую. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео и, скорее всего, ужаснуться. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Если хотите, чтобы я покупал такую дичь, обозревал такую дичь, хотя для многих это будет как раз их смартфон, и я их, к слову, пойму, обязательно оставляйте какой-нибудь комментарий больше 5 слов. Этим вы поможете проекту и смотивируете меня дальше это дело покупать. Продавать его очень сложно, я вам скажу, после обзора. Резюмирую. OnePlus 12 в глобалке великолепный смартфон. Если вы купили Xiaomi 14 Ultra, если вы подписаны на мою телегу скидок в прошлую распродажу за 80 тысяч, это суперский смартфон. Xiaomi 14 суперский смартфон. И еще я много могу назвать смартфонов, которые однозначно будут лучше, чем этот за его деньги. И даже перепрошитый Tencent версия Asus ROG Phone 8 это просто великолепнейший смартфон. Почему? Потому что да, я могу вам рассказать, что 11 Ultra меня просто нереально поразил тем, что он не сбрасывает яркость в играх, но тогда возникает вопрос. У него плотность пикселей ниже 400 ppi, но отсутствуют триггеры, отсутствует RGB подсветка и его непозиционирование как игровой смартфон в чем? В том, что здесь нет Type-C-шника и триггеров. Все, Type-C-шники, триггеры и беспроводная зарядка. Камеры здесь максимально посредственные на уровне смартфонов за 30 тысяч рублей Realme 12 Pro Plus, пожалуйста. Если говорить про какие-то специальные возможности, вы мне про ИИ начнете рассказывать, но я вас умоляю, здесь тоже все коряво работает. Я поэтому принципиально не рассказываю про фишки, которые были уже много лет, а сейчас пиарятся. Это они после камер придумали что-то новое, чтобы продавать. В целом,
Вот эта железка стоить должна минимум на $200 дешевле, притом без таможни, а так получается на $350 дешевле, чем она стоит. Я понимаю, почему ее не приобретают даже серые магазины и не пиарят ее. Заметьте, обзоров на нее практически нет. Так как я приобретаю устройство, и мне нужно одну штуку продать, я это понимаю. А когда серый магазин закупает их 100 штук и потом пытается продать, для него это проблема, тем более с какой-то там маржой. Телефон классный, но мы все ждали компакта от Asus. Вряд ли они меня или вас услышат. Я вообще не понимаю, зачем они его выпустили. Можете написать мне в комментариях, чтобы просто выпилить Type-C-шник. Вот в чем их логика. Блямба это очень сильно торчит. Если в игровом смартфоне я сказал, что это нормально, привыкаешь, чехол. Но я понимаю, зачем они ROG Phone 8 и 8 Pro выгружали, потому что это и правда лучшие игровые смартфоны. Если кому интересно, как он ведет себя в играх и как он вел себя на прожарке, посмотрите, пожалуйста, на канале Польза стримы, оставьте там какой-нибудь комментарий. И вот опять же система пруфов моего обзора, обзор одним кадром на канале Польза Лайв. Польза стримы. Мы жарим устройство несколько часов совместно с вами и общаемся. Я это дело не удаляю, как некоторые. Вы можете всегда ознакомиться, допустим, с ответами на вопросы по поводу железок. Не всегда может быть и приятными. По поводу каких-то вещей особо выделять, что у него классный экран, что он не сбрасывает яркость, что у него защита от влаги, при этом есть мини-джек. Это все волшебно. Но если не смотреть на ценник. А в этот ценник все предлагают лучший экран, такой же процессор, более удобную эргономику. Многие предлагают лучшее вибро. Я не знаю, за что его можно приобрести. Напишите, если вы собираетесь приобретать подобное устройство. Почему? Потому что я всегда напоминаю, что вот эти вот флагманские гаджеты, это не просто гаджет. Это гаджет, которому вы покупаете аксессуары. Часы, наушники, ноутбуки, планшеты, экосистема. Да, у них есть классные ноуты. Он у меня, кстати, азусовский 2 раза горел, 2 раза мне по гарантии меняли. Еще старенький, ему лет 6 уже. Если говорить про часы, у них их нет. Если говорить про наушники, они хоть и есть, но они, считайте, их нет. Допустим, другие бренды, Samsung или Яблоки, то там уже другая история. Откуда такой ценник? Вот примерно такие же бешеные глаза у меня были, когда я обозревал позавчера, вы видели обзор на Meizu 21 Pro. Я их, к слову, сравнивал по съемке, и многим понравился больше Asus. Так вот, ни то, ни другое, ни камерафон, ни то, ни другое нельзя назвать топом за свои деньги. И вообще нельзя назвать хоть одну причину, почему его стоит приобретать. Потому что, опять же, у Asus есть еще Zenfone 8 и 8 Pro. Если вам нужен игровой смарт, только они делают достойные смарты. Red Magic это просто шлак по сравнению с ними, хлам. И это, опять же, мое субъективное мнение человека, который его купил, протестировал и продал в одном экземпляре. То есть мне не надо их пихать. И можно говорить, что нужно быть более flexible, более пластичным, рассказывать про плюсы и минусы и говорить, что вот это хорошо, а вот это нет. Ну вот Asus по мне, как игровые смартфоны, выигрывают у всех. Как таковому, если это закрыть глаза, минус $300, скажу да. За эти деньги однозначно бесконечные нет. Какие-то плюсы я не осветил, и, разумеется, может быть, я не буду говорить про всякие переводы, которые у всех есть, это функции. Игровой режим здесь классный, но я говорю, это вот ROG Phone 8. Где здесь ультра? В чем здесь ультра? Поэтому от меня девайсу нет. Подписывайтесь на канал с колоколом. Огромное спасибо за просмотр. Надеюсь, что кому-то деньги сэкономил. Добра и удачи вам, дорогие друзья.